Простите, не буду подписываться на ваш канал. Вы мне так душу разбередили. А у меня нет никакой возможности съездить хотя бы в гости. Недавно меня в телеграм-канале спрашивали, о чем вы мечтаете. Я так подумал, у меня все есть, о чем я мечтал. Цель канала – помочь переселенцам увидеть то, что другие переезжают, и то, что им хорошо. Россия создает условия. Это не так, что тебе рыбку жареную принесли, знаете. Это то, что тебе дали удочку и научили ловить эту рыбу. Русские почему-то постоянно думают, что где-то там за забором травка зеленее, сосед живет лучше. Нет. Ребят, привыкайте, что вы начинаете лучше жить, чем другие. Я думаю, ты сильно будешь бурчать там, наверное, да? Ты приезжаешь в Россию, ты просто хочешь жить. Всем привет, друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале «Жить в России» Лебен и Русланд. Мы 14 лет назад переехали из Германии в Россию, а в Германию в свое время попали вместе с родителями. Уезжали из Казахстана. Я в 95-м году уехал. Супруга моя уехала в 94-м году в Германию. Ну, в общем-то, там мы и встретились, там создали семью. О чем наше видео? Это видео, впрочем, как и весь наш канал, рассказывает о том, как живут переселенцы, ну или один из возможных вариантов жизни переселенцев в России. То есть те, кто переселяется, те, кто возвращается, а мы уже все-таки 14 лет в России. У нас есть друзья, которые дольше живут, давно уже переехали. Это другие истории, другие семьи, другой опыт переезда. Все эти истории, они по-своему интересны. Вы знаете, когда вышел последний ролик, меня удивило такое множество комментариев. И 99% и 0,9, можно сказать, это прекрасные комментарии, замечательные комментарии. Это истории и судьбы людей, наших соотечественников, которые также оказались за рубежом. И некоторые комментарии меня особенно затронули. Есть и вопросы, хотел бы ответить на эти вопросы. А также в этом видео вы увидите, что говорит местный немец, который переехал жить в Россию. Смотрите наше видео внимательно, и я думаю, оно вам понравится. Как предыдущим 150 тысячам понравилось предыдущее видео. Эта тема похожая, тема Родины, или возвращение на Родину, или жизнь за рубежом. Вот жизнь наших соотечественников. Итак, первый комментарий. К сожалению, я не вижу, кто оставил этот комментарий. Здравствуйте, тоже решила поделиться своей жизнью в Германии. Мы прожили там недолго, 5 лет. Но мне хватило... Васька, что ж ты делаешь? Ты же такой колючий. Недолго, 5 лет, но мне хватило, чтобы понять, что лучше, чем Родина Россия, ничего нет. Запрыгивай. Давай. Мы прожили недолго, там 5 лет, но мне хватило, чтобы понять, что лучше, чем Родина Россия, ничего нет. Мой сын пошел там в 1 класс. И вот постоянные буллинги, постоянное разбирательство, почему ваш сын такой. И как он должен был себя вести, если то африканки нападают, дразнят, то турки шину велосипеда проткнут и дерутся. Причем по одному они не нападают, боятся. Вот эти постоянные стрессы привели к тому, чтобы я заработала себе болезнь. К сожалению, таких случаев очень немало даже. Жить в состоянии сжатой пружины невозможно. И вот когда я принял решение вернуться, приехав домой, я целовала свои стены, какое было все родное, свое. На самом деле я бы лучше не выразился, жить в состоянии сжатой пружины. Кто-то не понимает и говорят, что вы там проплаченные, вы все это делаете, говорите кому-то в угоду, на самом деле все это неправда. Да на Западе там чуть ли не рай, а в России все плохо. Но это вообще не так, это реально не так. Мы уже шутили и говорили на тему, кто нам платит за это. Да, я уже говорил, и КГБ, и ФСБ, и Кремль, и все нам платят за это. То есть, ну просто, знаете, с глупыми, отвечая глупому по глупости его. Вот мы просто по глупости данного вопроса или подобных вопросов я так и отвечаю. Потому что, да, просто без no comment. Да? И вот такой комментарий я решил сохранить. Он мне показался интересным. Следующий комментарий, который я себе сохранил, от Ольги. И он тоже, знаете, отдается некой
болью. Человеку не просто жить за рубежом, жить в чужой стране. Послушайте его. Комментарий от Ольги. Простите, не буду подписываться на ваш канал. Вы мне так душу разбередили. У меня нет никакой возможности съездить хотя бы в гости. Пусть все лучше остается в воспоминаниях. Кто знает, Бог милостив, может быть, когда-нибудь. Я написал спасибо за честность. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. Сколько таких судеб? И если вы почитаете комментарии, ну, это можно было бы снять отдельное видео вообще по комментариям под последним роликом. Очень много комментариев от женщин, которые пишут, говорят, смотрела вас и плакала. Вот эта тоска по родине, она уходит абсолютно, когда ты возвращаешься на родину. И иногда ее вспоминаешь и думаешь, как можно было жить с этой болью. Как можно было жить действительно в состоянии сжатой пружины так долго. Это было непросто. Как-то недавно я написал в нашем телеграм-канале, что куплю камеру, старую видеокамеру, бэушную, для того, чтобы просмотреть наши старые видеокассеты, которые мы снимали, когда детки наши были маленькими. И одна подписчица с Донбасса отозвалась, прислала нам камеру, мы ее у нее купили. И вот сейчас я оцифровываю все старые видео, имея возможность видеть, вспомнить. Знаете, я снимал там не только в доме, не только детей, но снимал, когда мы куда-то ездили, были там в парках, на озере, просто дома вокруг снимал, там лес, природу. Вы знаете, вот я сейчас об этом подумал, эта мысль сейчас мне пришла в голову, ведь действительно меня даже ни одну струнку души не затронуло. Это просто вот, что приятно, это приятно смотреть на своих малюсеньких детишек, когда они были маленькие. Кто там? Настя? Няня. Няня? Ручки не трогай. Папа. Папа? Что там мама? Там мама на кухне. Сколько Насте годиков? Два. Покажи. 2. Вот так. Мама! 6-недельная. Покажись нам. Ну-ка давай фотографию делаем на 6 недель. Сегодня 7 октября, нашей Насте исполняется 23 года. А там на видео ей 2 годика, это 21 год назад, когда это было, когда я снимал. И, конечно же, вот это вот приятно смотреть, вспоминать, какие были детки, потому что это все забывается. Вот это приятно. Вот. А так, чтобы какая-то... Ну, то есть сама Германия, чтобы она как-то вспомнилась, чтобы как-то там что-то где-то в уголке души, где-то там немножечко защемило сердце, что ты наделал, зачем уехал, сейчас жил бы там или еще что-то. Вот такого абсолютно не было. И я знаю, большинство из вас это поймут и поверят, особенно те, которые переехали. Знаете, сейчас не только наши возвращаются и спрашивают постоянно в телеграм-канале, на ютубе в комментариях спрашивают, как оформиться, как переехать, как можно в нашем возрасте, это зачастую не молодые люди, переехать в Россию. И кто-то из подписчиков отвечает, или я выхожу напрямую, пишу в личку и отвечаю на эти вопросы. Но вы знаете, не только наши переселенцы, не только наши русскоязычные, которые вышли, выходцы из нашего там Советского Союза, были комментарии на английском языке, были комментарии на каких-то других языках, не знаю. Ну, в Ютубе сегодня есть возможность нажать, перевести на русский и прочитать этот комментарий. Очень приятно было читать о семье, которая из, по-моему, Чикаго, из Чикаго, в общем, или
Канзас, я сейчас не помню, из какого штата Америки, тоже мечтают переехать и говорят, мы уже скоро переезжаем. Наконец-то, очень рады. Есть немало роликов в интернете, когда действительно люди, американцы, канадцы, немцы, французы, итальянцы выбирают нашу страну и переезжают. Сейчас я хочу вам предложить небольшое видео как раз на эту тему. Мужчина-немец, который прекрасно говорит на русском языке. Посмотрите этот ролик. Вы не понимаете, как жизнь какая в Германии. Вы не знаете, как вы хорошо здесь живете. Но я каждый день, буквально каждый день, когда я просыпаюсь, я встаю, готовлю завтрак детям, я с женой разговариваю, говорю, фак, почему я не уехал 10 лет назад? Да? Мне было бы 40 лет, я бы еще успел много здесь что сделать. Я бы открыл сразу Больше бы ресторанов открыли. Да. Почему? Да? Русские почему-то постоянно думают, что где-то там за забором травка зеленее, сосед живет лучше. Нет. Ребят, привыкайте, что вы начинаете лучше жить, чем другие. Иначе почему к вам люди бегут? И бегут не только такие, как я, бегут другие из других стран. Потому что вы теперь стали, здесь идет теперь борьба не за то, чтобы жить где-то лучше. Борьба идет за будущее. Ключевая фраза: ребята, привыкайте думать, что вы живете лучше других. Разве это неприятно слышать от человека, который, скажем так, приезжий, пришлый, который из другого народа, который полюбил нашу с вами страну, который видит действительно и может сравнить, который вырос вообще в сытой Германии, скажем так, как вот обычно говорят, там, сытая Германия, да, вырос в стране, в которой все всегда было, социальная защищенность и так далее. И он говорит: ребята, привыкайте думать правильно, привыкайте думать так, что вы живете лучше других. Сейчас еще один комментарий, в котором мне задают вопрос как раз на эту тему. У нас все с вами сегодня в тему. Не вижу, кто задает вопрос. Первая буква А, заглавная, все. Знаете, что приходит в голову, когда я слушаю рассказы тех, кто вернулся в Россию? Что они ни одним словом не вспоминают Германию с благодарностью. Я не смотрела первые ролики Вадима, Влада имеется в виду, то есть мои. Может быть, он исключение. Никто не вспоминает, как нас бесплатно доставили в Германию самолетом Люфтганза, как нас встречали автобусами. И в автобусах давали необходимое, что-то поесть и попить. Как нас расселили в первом лагере, кормили бесплатно, оказывали медицинскую помощь, если это было необходимо. Во втором лагере, куда нам оплатили проезд на поезд по месту жительства, дали деньги на первые дни. Потом нам платили, когда мы учили язык. Нашей семье 8 месяцев. Все это время оплачивали нам медицинскую страховку, квартиру. У нас в большинстве, кроме чемоданов, было ничего. Ничего не было. В Россию возвращаются сейчас немцы с хорошей суммой денег, покупают на эти деньги дома, квартиры. А как так? В Германии ведь все плохо или не все? Если не все, так расскажите об этом. Я понимаю, что каждому свое, и не осуждаю тех, кто уезжает. Хотя и до конца не понимаю. Но нельзя забывать добро. Мне здесь очень много помогали местные немцы. Всегда вежливые и дружелюбные. Интересно было бы узнать, как вам помогало государство первое время, когда вы приехали в Россию. И еще посмотрите вот это. И там какая-то ссылка. Значит, давайте по порядку. Почему никто не вспоминает добрым словом Германию с благодарностью? Во-первых, если вы смотрели последнее интервью с Александром, то он как раз говорит о том, что Германия дала тоже и доброе что-то. Есть у нас также и другие переселенцы, у которых я также брал интервью, они тоже говорили о том, что в Германии, например, вот это нам понравилось, вот это то нам понравилось. То есть здесь вы заблуждаетесь. На самом деле это не так. Говорил ли я о том, скажем так, добрым словом вспоминал Германию? Да, может быть, и вспоминал, я не помню сейчас. То есть, как долго мой канал ведется, мне, наверное, будет сложно сейчас это все вспомнить. Но пусть напишут те, кто смотрит нас с самого начала, говорил ли я что-то плохое про Германию, говорил ли я что-то доброе о Германии. То есть цель-то канала, в принципе, не в том, чтобы очернить одну страну и возвысить другую. Цель канала совсем в другом. Цель канала – помочь переселенцам или потенциальным переселенцам увидеть то, что другие переезжают, и то, что им хорошо. Дальше идем.
никто не вспоминает, как нас бесплатно доставили в Германию самолетом. Но вы представляете, во-первых, вот человек переезжает жить в Россию, и он начинает говорить: знаете, как нас встретили в Германии, как нас возили на автобусе, как нас кормили тогда. Я даже помню, что нам дали там кашу с маслом. Ну, как бы контекст совсем другой. Человек переехал, человек вернулся из длительной зарубежной, скажем так, из длительного пребывания за рубежом, он вернулся или переехал в Россию. Допустим, как вот этот вот мужчина-немец, которого сейчас вы видели, он мог бы тоже много чего сказать, но тема не та, не тот контекст вообще канала. Контекст канала показать, что в России не хуже, понимаете? Итак, давайте вот пройдемся по вот этим всем моментам. Как вас бесплатно доставили в Германию самолетом Люфтганза? Во-первых, я прилетел за свои деньги в Германию. Дважды. Первый раз меня депортировали назад. Почему? Если хотите, сниму отдельный ролик, расскажу вам всю эту историю. Она очень интересная. Через 2 недели я приехал снова. Опять же за свои деньги. То есть мне пришлось там, ну это уж не важно, где я взял эти деньги, то есть в долгу не остался, скажем так. Я уезжал за свои деньги. Я конкретно улетал за свои деньги. Никто мне, никакая Люфтганза, ничего. Я летел на Боинге. Первый раз я прилетел в Франкфурт на Майне. Было немецкое обслуживание в самолете. Второй раз я летел из Алматы в Бонн-Кёльн. Вот, в этот аэропорт. И там было уже казахстанское обслуживание. Вот. Как нас встречали автобусами. Знаете, что мне еще говорили? Восхищались, как вкусно кормили в самолете. Вот тех, кто летел бесплатными рейсами, их кормили вкусно в самолете. И даже нам посоветовали тогда: ничего перед самолетом не ешьте, потому что там такую вкуснятину дают, там просто обалденные блюда. Вы знаете, возможно, для меня, который, я не знаю, там с 3 месяцев летал в самолете с мамой и позже уже сам, я даже на поезде столько не ездил, сколько мы летали на самолете, когда жили в СССР. Наверное, для меня, который летал в самолетах, который знает, чем там кормят, который видел другие республики Советского Союза, другие города. Может быть, вот для меня это не показалось прям вау. Во-первых, чем нас кормили? Нас кормили, я не помню чем, но после этого я 2 недели с унитаза не слазил. Вы уж простите за такие тонкости, но у меня просто расстройство желудка было дикое. Потом, когда мы приехали в этот лагерь, как он назывался, Фридланд. Да, Фридланд. Мы во Фридланде жили 2 недели. У меня болели зубы. Вообще, во-первых, да, там, ладно, давайте про еду сначала. Ну, представьте себе бутерброд, масло, хлеб с маслом и сок. То есть, такие несовпадающие какие-то вещи, продукты, не знаю, я, возможно, просто был не привыкший к той еде. И полоскать не полоскало, но на горшок я бегал вообще 2 недели, я не мог, я ничего есть там не мог. Пока в лагере мы не догадались уже просто там, мама, мы жили там 3 семьи в одной комнате, сварили борща. Вот. Кстати, вода там ужаснейшая была. Мы когда кастрюлю вскипятили, такая большая кастрюля была, вот столько, в 2 сантиметра было накипи, сложилось вот это вот кальций, кальк в Германии называют. И пришлось воду сливать, когда она отстоится, слить. Вот, потом на ней уже варили мы борщ. Так, Васька тут ко мне пришел, опять меня отвлекает. Итак, вы знаете, я подумал, что, наверное, я отдельный ролик сделаю о том, как я приехал. И вот эти все моменты, их надо рассказать действительно, потому что, у всех было по-разному. Я вам расскажу, как было у меня. Давайте лучше вот от этой темы отвлекаться уже сегодня не будем. Но этот комментарий мне показался тоже интересным. Я только отвечу на этот вопрос. Интересно было бы узнать, как вам помогало государство первое время, когда вы приехали в Россию. Так, как помогала нам Россия? Мы переезжали в 2011 году по программе переселения. Программа переселения подразумевает полностью оплату твоего проезда. То есть, если ты едешь не своим транспортом, а у тебя, допустим, есть билеты на поезд, на самолет, то государство тебе возмещает полностью эти деньги при предоставлении билетов. Полностью возмещаются затраты на контейнер, если вы перевозили это все официальной фирмой.
и получили чек. Предоставляете это все в ФМС, вам возмещают ваши деньги. Бесплатная растаможка машины, любой вашей машины. На сегодняшний, тогда была одна машина на семью, сегодня у каждого 18-летнего члена семьи может быть свой автомобиль. И каждый автомобиль будет растаможен бесплатно. В нашем случае была растаможка одной машины. Кто вам в каком государстве растаможит бесплатно машины? У нас не было расчета на то, что вот именно государство нам будет что-то давать, что-то платить. Знаете, вот это вот меня вообще удивляет, вот этот вот подход «дайте», знаете, вот этот мотаться по странам и только чтобы тебе что-то дали. Чтобы только тебе что-то дали. Мне это напоминает менталитет определенный людей, что что-то бы дали вам, только дали. Я не смотрю на это вообще так, на жизнь так, чтобы тебе что-то давали. Вообще Господь Иисус сказал: блажение давать, нежели брать. И это действительно тебе больше радости, когда ты чем-то делишься и кому-то что-то помогаешь, чем когда тебе вот там везут, и ты не знаешь, какую слушать, да не надо было, тебе наоборот как-то чувства другие совсем. Вот, но это ладно. Чем Россия нам еще помогла? Ну, курсы языковые бесплатные нам не надо. Что там в Германии еще? В лагерь. Ну, в лагерь, ну, нам не надо было никакой лагерь здесь. И лагеря — это не совсем русская тема, лагеря. Ну, как бы здесь не было лагерей. Ни первого, ни второго, ни третьего. Да. Мы ехали, рассчитывая на свои силы, и так как мы христиане в уповании на Господа, и Он нас не оставил, мы есть все, что нужно, есть дом, есть жилье, в принципе. Недавно меня в телеграм-канале спрашивали, о чем вы мечтаете. Я так подумал, я даже не знаю, о чем я мечтаю. У меня все есть, о чем я мечтал. Вот, понимаете, в чем дело-то? Я не знаю, о чем бы я мечтал. Ну, куда-то съездить, может быть, посмотреть Россию. Вот это было бы, да. Но это не так, знаете, что вот эта мечта, она тебе там спать не дает и теребит. Такая мечта у меня была, когда я мечтал уехать, вернуться в Россию. Вот это была мечта такая. Я уже многократно рассказывал, не буду повторяться, как это эмоционально переживаешь. Как ты смотришь в это небо звездное и кричишь туда, в это небо просто. Да, это мечта. Вот. И когда она осуществится, она приносит радость на сердце. Вот. А надежда долго не сбывающаяся томит сердце, да, так написано в Библии. Но вы знаете, надежда на возвращение действительно томила сердце, пока ты не переедешь. Когда ты переедешь, ну уже все, вопрос решен, об этом больше не переживаешь. Поэтому как нам Россия помогла, что еще? Ну, за дом, естественно, мы сами рассчитывались, и в Германии вы будете сами за дом рассчитываться. Если, допустим, негде вам жить, вы переезжаете по программе переселения, в Липецкой области есть центр временного размещения, там можно бесплатно пожить. Я знаю одну семью, они там жили. Они там жили, пока свои вопросы все утрясли. Отказались от немецкого гражданства, забрали пенсионные, купили себе гектар земли возле города Грязи, построили дом себе, прекрасно живут, много места, завели себе корову, радуются этой сельской жизни, им это нравится. И это нравится не только им. И многие, знаете, кстати, удивляются, почему переселенцы переезжают и так вот окунаются вот в эту вот сельскую жизнь. Наверное, это сможет понять только тот, кто был лишен этой возможности. И друг у меня, который умер от рака в Германии, от Кока-Колы, кстати. Он вообще был фанат этой Кока-Колы, он ее пил без конца, он без нее даже кушать не мог. Вот. Он очень скучал по курочкам, курочки, уточки, он так это все любил. Он все время ездил на выставки какие-то, там смотрел эти новые сорта. Как-то он даже у себя в подвале завел кроликов, и потом кто-то его заложил, значит, он этих кроликов там выпустил в лес, они поехали, их выпустили, ну, в общем, там, вот. Он мне говорил, что можно по закону держать 5 курочек, но там, опять же, к тебе будут проверки приезжать, проверять это все, чтобы они там содержались в определенном, по определенным правилам. Этих курочек можно 5 штук, но петуха нельзя, потому что он кукарекает, он будет нарушать покой мирных граждан.
Вот. У нас вон петухи кукарекают, утром наш кричит, потом соседский, потом третий там. И вот они там по очереди вот так вот нас будут. Знаете, как здорово. Окошечко открыто у тебя летом настежь, и ты слушаешь это пение петухов, встаешь, просто думаешь, классно, новый день. Вот. Как помогла нам Россия? Не все измеряется материальными ценностями. Ты приезжаешь в Россию, ты просто хочешь жить. У тебя множество идей, энергии. У тебя желание попробовать и то, и это, и третье. Ты стараешься, ты пытаешься себя проявить в том, в этом. Это как накопленный какой-то такой твой потенциал, которому не давали выйти. Не давали выйти. Я помню, когда мы приехали, когда я приехал только в Германию, мы ходили на языковые курсы, то там был парень у нас, который жил уже 3 года в Германии, и он смеялся над нашими мечтами, когда кто-то говорил, я буду вот этим, я хочу вот это, я хочу там то-то, то-то. Он так смеялся, он говорил, здесь все продумано, и вот здесь вот будет такой облом, здесь будет вот так вот, здесь будет вот так вот. Да, кто-то что-то добился, это не без этого. Я знаю человека, который работает там, у него свое маленькое предприятие, и он говорит, пока ты вот просто, если ты налоговую не обманешь, финансам немецкие, ты не выживешь, потому что просто нереально. Ты остаешься без денег, с тебя все вытягивает. Ну вот так вот, вот я вам могу сказать, что такое вот я знаю. Поэтому, когда ты приезжаешь сюда, в Россию, и ты видишь эту свободу действий, ты можешь стать ИП вообще без проблем, и платить какой-то смешной налог, и вот тебе поле деятельности, занимайся чем хочешь, делай себе рекламу. Это так свободно, это все. Никаких вот этих каких-то правила на правила, там заповедь на заповедь. Нету вот этого все там, это вот все. Это если это, то это, если это, то это, если это, то это. Ой-ой-ой-ой. Просто живем свободно, живем радостно, живем открыто. То есть я могу сказать это конкретно о себе, вот о моей ситуации, о моей семье. Хорошо, я этот вопрос буду иметь в виду, если когда-нибудь буду брать интервью у людей, которые уже здесь живут не первый год. Я буду их спрашивать, что тебе дала Россия. Вот это, кстати, интересно тоже. Я вам советую посмотреть наши прошлые ролики, потому что у нас есть истории переселенцев, которые уже не один дом себе построили и создали свой бизнес. То есть, пожалуйста, посмотрите, что дала им Россия. Это не так, что ты сидишь сложа ручки, и тебе Россия только дает и дает. Россия создает условия. Это не так, что тебе рыбку жареную принесли, знаете. Это то, что тебе дали удочку и научили ловить эту рыбу. Конечно, есть люди, которые вечно жалуются, и для них зарплаты маленькие, и очень тяжело живется, и все. Но есть люди, которые говорят, нет, я не согласен, как это я буду жить на 40 тысяч. Я не хочу жить на такую зарплату. И они начинают думать. Ага, а что если вот так, еще такую подработку, а что еще такое вот попробовать, это пробовать, второе, третье, это дело начинает развиваться. Здесь вот эта предпринимательская жилка нужна, она не у всех есть. Знаете, когда просто мы вот держим наших кур, и они несут яйца, для чего я сейчас делаю второе помещение для них? Для того, чтобы больше курочек завести. Потому что, когда посчитаешь, сколько ты в месяц продал яиц, на какую сумму, и корм, и ты понимаешь, что ты в неплохом плюсе, ну и хочется еще это дело развивать. Тем более говорят, давай еще, а у нас иногда заказы такие бывают, по 400 там, яиц, там, да, если к Новому году бывало и 700 заказывали, но это надо курей вот так выжимать, чтобы они несли, знаете, там, вот поэтому ты только начинаешь что-то, у тебя есть мысли, так, это дело идет, прикольно, давай продолжим, давай займемся этим более серьезно, более глубоко, так, все корма смотришь, вот здесь такой корм, там такой, ага, хорошо, в нашу сторону не собираетесь, нет, хорошо, доставка сколько, тут вот эти все моменты, это не сидеть на попе и смотреть телевизор, это нужно думать, это нужно работать, нужно решать, поэтому что дает мне Россия? Меня Россия не ограничивает, я могу себе завести здесь целую птицеферму. У меня земли достаточно. Мы живем в колхозе. И кто-то написал, не смешите меня, колхозов не существует. Приезжайте к нам, я вам покажу наш колхоз. Это колхоз. Это колхоз, который никогда не разорялся. Это колхоз, который колхоз-миллионер. Это колхоз, в котором 90-х вообще не было. В котором платили зарплату, в котором люди имели хорошие
пайки получали там и колбасой, и молоком, и в сельскохозяйственной продукции, и платили зарплату в 90-е. У людей тут держали по множеству свиней, гусей, по 200 и по 300. Тут такие стада. Я тут спрашивал у одного дяденьки, участок он продает. Он показал этот участок, он говорит, здесь у меня было там 20 быков, 50 коров, все это молоко, там гуси, там, я уж не помню чего, овцы он держал. Вот вы представляете, то есть вот люди спокойно жили, здесь не было 90-х, здесь спокойно все это время пережили, здесь был достаток. Приезжайте в колхоз, приезжайте в Белгородскую область, я вас провезу и покажу. И по сегодняшний день колхоз работает, по сегодняшний день есть поля, которые засеиваются и кукурузой, и пшеницей, и различными, и подсолнечник, и ячмень, и что только не сажает, в общем. И все это ухаживают за этим, все это аккуратно убирается, все это так, знаете, вот недавно проезжаем через кукурузное поле, я смотрю, ни одного початка не валяется. Вот в Калининградской области после этого все люди ходили и собирали, в Казахстане называли массак, сборку там картошки, после, вот когда пройдут, соберут ее, сколько оставалось, картошки там или кукурузы то же самое. Вот здесь этого нет. Настолько чистенько поля стоят пострижены, все початки собраны, ничего не остается. Вот так вот по-хозяйски, знаете, все это делается. И, то есть приезжайте, я вам покажу. Вот вы просто вот сидите, да ладно, да что ты там. Приезжайте, посмотрите сами, если есть желание. Если есть желание просто докопаться и посмеяться, то это совсем другое. Россия дала мне прекрасное чувство, дала мне волю. Я вам говорю про то, что я пережил, я вам говорю про то, что, в чем я нахожусь. Это воля. Россия дала мне легко дышать свободным воздухом. Россия дала мне свое дело. Россия дала мне вырастить замечательных детей. Ведь мы приехали сюда, когда они еще были маленькими. Россия дала возможность им учиться уже. Настя учится в университете. Наташа, закончив колледж, решила пойти и повысить свое образование. То есть она в том же направлении теперь получает высшее образование. Еще на 4 года пошла. Хорошо учатся, поэтому идут на бюджет, все бесплатно. Что дает Россия? Бюджетное образование. В Германии этот бафик, который там платят, да, вам его дадут, но вам потом, после окончания учебы, вам его возвращать надо. Тот же принцип, что и в Америке. Ты отучишься, да, но потом в такой кредит влезешь, потом тебе это все отдавать. Здесь, если ты хорошо учишься, тебе это не нужно отдавать. Россия дала мне возможность строить, создавать, созидать. Вот это то, чем я дорожу. Это воля вольная. Когда ты ходишь по полям, когда ты ходишь на рыбалку свободно, когда ты не переживаешь, что тебе сейчас скажут, ты собрал на килограмм больше грибов, за это заплати штраф. И в конце я хочу вам прочитать вот такой интересный комментарий. Владимир, по-моему, Влади, вижу. Полностью согласен со всеми чувствами и мыслями о жизни в Германии. Мы, к счастью, уехали из Брауншвайга в 22 году в Омскую область, обратно к себе на родину. Ни минуты не пожалели о том, что мы приняли решение на переезд в Россию. Живем в своем частном доме, занимаемся огородом, кроликами и курями. И очень счастливы. Особенно счастливые наши дети. Ну вот на этой позитивной ноте, на этом позитивном комментарии мне хотелось бы и закончить, наверное, этот ролик. А в следующем ролике, если вы хотите, чтобы я рассказал о том, как лично я приехал в Германию, пишите, если хотите, чтобы я об этом рассказал и снял отдельный ролик. Ну и по традиции напоминаю вам о том, что у нас есть телеграм-канал, и вы нас очень поддержите, если на него подпишетесь. Спасибо вам за то, что были с нами. Ссылка на телеграм-канал будет внизу под видео. Всего вам доброго, где бы вы ни жили. Мирного неба. Пока-пока. Васька, ты что, хочешь просто тепленькое что-нибудь, да? Или помурчать в микрофон хочешь? Я думаю, ты сильно будешь мурчать там, наверное, да? Ты... Давай мы зацепим микрофон повыше. Нет, играть мы точно не будем. Не будем играть в микрофон.